Помните, как в далеком 2008 году все жаловались на ужасную оптимизацию GTA 4? По словам многих игроков, в игру просто было невозможно играть. Если же вы не помните, то интернет помнит все, и сообщения на форумах, подтверждающие это, до сих пор доступны. Лично я помню, насколько это было больно, ведь GTA 4 у меня появилась сразу после релиза, под Новый год 2008. И да, было как-то не очень, но с тех пор прошло очень много лет. GTA 4 уже исполнилось 16, и никто уже точно и не скажет, насколько же было все плохо. Мне в голову пришла интересная идея, что если взять ПК, который будет полностью подходить под рекомендуемые системные требования GTA 4, накатить на него Windows 7 и современное ПО для мониторинга, и далее проверить, как же на нем будет работать GTA 4 в 2024 году. Ведь в то время мониторинг не был популярен и широко известен большому количеству юзеров. Никто не наяривал на количество фэпэсов, и если игра уже запускалась, это был успех. В те годы я всегда играл с фрапсом, чтобы делать скрины в играх. И да, я видел количество кадров в играх. И как сейчас помню свою базовую установку тех лет, что если игра стабильно выдает больше 20 кадров, то это был комфортный для меня в то время геймплей. Вдумайтесь, 20 кадров, а если это было 25-30, то все нынешние стандарты в виде 100, 200 и более кадров и рядом не стояли с теми божественными 30 FPS-ами. Ну а теперь давайте я познакомлю вас с монстром, которого я собрал для данного эксперимента. И это полноценный ПК из далекого 2008 года. Неплохой аппарат на самом деле получился, и вот его основные характеристики. Процессор AMD Phenom X2 555 Black Edition, материнская плата на AM3 сокете, ASRock N68S3, оперативная память Unix 4 ГБ, DDR3, работающая на частоте 1333 МГц с поддержкой двухканального режима. Видеокарта MSI Radeon HD 6570 на целый 1 ГБ GDDR3 памяти и 128-битная шина. Блок питания здесь очень скромный, года вероятно из 2007, если верить наклейке на корпусе, так как он шел в комплекте с корпусом. И получается, мне хоть и чуть-чуть, но все же удалось вернуть частичку 2007-го. Никто никогда не вернется в 2007 год. В качестве хранилища я поставил довольно старый SSD-диск, чтобы было хоть немного быстрее. Конечно, это не топовый игровой ПК из нулевых, но по железу это более чем подходящая для GTA 4 по всем параметрам сборка. Почти все компоненты этого ПК 2009-2010 года выпуска, что по сути даже лучше тех рекомендуемых системных требований, что заявлены на коробке GTA 4. Значит, все должно летать, правда? Нет. Теперь нам нужен монитор и периферия в виде клавы и мыши, и можно стартовать. И кстати о мониторе. Выводить картинку на современный монитор с такого несовременного ПК было бы совсем неинтересно, поэтому я приобрел динозавра из своего детства и детства многих людей. И это LT-монитор LG Flatron F700B. Этот монитор был достаточно популярен в нулевых, и я знаю, что у многих был такой. Даже у меня в качестве первого монитора такой стоял с 2003 по примерно 2007. И у многих знакомых тоже был такой. В общем, сборка получилась максимально аутентичной для тех лет, и будет действительно интересно посмотреть, как на этом всем будет работать четверка. Устраивайтесь поудобнее и давайте приступим. Все готово, и остается лишь запустить ПК. Сейчас вы услышите первое включение, а также включение LT монитора. Я думаю, многие, у кого был такой монитор, узнали этот звук. Вообще, с непривычки все эти звуки настораживают и немного пугают, но потом, в принципе, привыкаешь и нормально. На видео вы наблюдаете мерцание на мониторе, но это особенность устройства монитора с электронно-лучевой трубкой. Вживую за счет высокой герцовки этого мерцания нет. Высокая герцовка, спросите вы? Да, отвечу я вам, это 160-герцовый монитор из 2000-х. Да-да, не удивляйтесь. Разрешение экрана выставлено 1024 на 768 и 85 Гц. Что неплохо даже по сегодняшним меркам, я про герцы, если что. Что касается разрешения, то оно кажется просто мизерным, но на самом деле даже после моего 32-дюймового QHD монитора сидеть за этим маленьким кинескопным монитором достаточно комфортно. И у него есть своего рода вайб тех лет.
Теперь же мне предстоит установка GTA 4, и это, скажу я вам, на старом ПК происходит не быстро. Несмотря на то, что здесь неплохая конфигурация и даже присутствует SSD-диск, хоть и работает он через SATA 2, но все же установка займет порядка 40 минут, что достаточно много. Представьте, как в 2008 люди ставили 4 на обычный жесткий диск. Я думаю, там как минимум мог уйти час, а то и больше. А после установки игра могла и вовсе не пойти. Во время установки, чтобы хоть как-то себя занять, я решил посмотреть, как выглядит YouTube в формате 4:3, а также зашел к себе на канал. Выглядит это все, конечно, достаточно лампово и прикольно, и YouTube даже на таком ПК работает достаточно хорошо, без каких-либо проблем. Время шло, а установка все тянулась, поэтому я решил испытать новую сборку по GTA San Andreas, которой еще пока нет на канале. Выйдя в открытый мир, я испытал, наверное, всю ту боль, которую испытывают люди, когда пытаются запускать мои сборки, да и в целом модифицированные игры на старых и слабых ПК. Все достаточно сильно лагает, но вы не думайте, что фу, что за хлам ты здесь собрал, не тянет даже GTA San Andreas. Это вовсе не простая GTA San Andreas, и требования у нее совсем другие, поэтому такой результат – нормальное явление. Наигравшись в GTA San Andreas и сделав размагничивание, я наконец-таки дождался завершения установки GTA 4, и осталось лишь запустить игру. Версия, которую я установил, это 1.0.7.0. Это одна из самых стабильных версий, в которую было внесено много разных улучшений и фиксов. Также в ней избавились от бесившего всех Games for Windows Live. В игре в настройках графики уже были выставлены оптимальные настройки, что-либо менять я пока не видел смысла, поэтому сходу решил запустить тест производительности и посмотреть, сколько же FPS выдаст данный компьютер. И после прогона встроенного бенчмарка на экране замелькали цифры со средним значением в 46 кадров. Это что получается? Все врали, что на старте все было плохо? Или все же что-то не так и кто-то нам пиздит? Какой вариант верный? Прямо сейчас напишите об этом в комментарии. Воодушевившись результатом, я начал новую игру. И поначалу во время катсцены все было весьма оптимистично. FPS был в районе 60, и я уже думал, что все, расходимся, нас наебали и все хорошо. Но как вы можете предположить, рано я радовался, и дальше, как оказалось, все стало чуточку хуже. Но поначалу, как только мне дали бразды управления, я смотрел на частоту кадров, она смотрела на меня, и все было хорошо. Около 60 FPS-ный гейминг на ПК тех лет, и казалось все круто. Но как только я отъехал немного подальше, ситуация резко ухудшилась, и кадры поползли вниз. Но тогда я подумал, что это все временно, а дальше будет лучше, ведь, как известно, ночью игра сильнее нагружает ПК, и днем-то все должно быть куда лучше. Но не тут-то было. Днем, как оказалось, ситуация стала хуже, и FPS просел еще сильнее. И ладно бы, если он стабильно был в районе 30 консольных кадров, но нет. Частота кадров была очень дерганой и рваной, кадры скакали то вверх, то вниз, как на американских горках, из-за чего создавалось очень неприятное ощущение. Представьте, вы передвигаетесь на авто, и за 10 секунд геймплея график неоднократно прыгает от 40 до 20 и обратно с 20 до 40, и так без остановки. В общем, это максимально мешает геймплею. Иногда игра шла нормально, иногда хуже, но в целом, несмотря на все вышесказанное, это в принципе играбельно. GTA 4 и сейчас на мощных ПК ведет себя точно так же. Но в целом даже в такие не совсем стабильные 30 плюс кадров возможно играть. Но всего этого мне стало мало, и я решил протестировать патч 1.0.4.0. Это тоже очень известный патч, его все используют для графических модов. В нем хуже тени, но лучше производительность. Но при этом больше танцев с бубном для его установки и установки для него модов. За патчем я полез на известный всем сайт, интерфейс которого просто в усмерть нагружал этот ПК. Местами я думал, что система повисла, так как даже мышка не двигалась. Но помимо патча мне еще понадобился файл checkfix, ASCII loader и русификатор, так как после установки патча 1.0.4.0 в игре просто не было шрифтов. Когда же я все установил и зашел в игру, я решил проверить настройки графики, и они были выше, чем на том же 1.0.7.0 патче, а также появилась более интенсивность теней. Менять я ничего не стал и решил проверить так. И как вы можете уже понять, как такового чуда не произошло. Игра выдавала плюс-минус ту же самую частоту кадров, что действительно стало хуже, так это тени. Они стали выглядеть просто чудовищно. Еще мне показалось, что на данном патче скачки кадров стали меньше, и геймплей за счет этого стал более плавным, так как игра выдавала стабильно плюс-минус 30 честных FPS, и в целом играть так можно. Но и хочу заметить, что настройки графики на данном патче стали выше, так что если в теории выкрутить настройки на более низкие, то ситуация станет лучше. И уже за кадром я это сделал, но это особо не помогло. Ситуация стала лучше всего на 2-4 кадра, и это, как мне кажется, просто погрешность. Какой из всего этого можно сделать вывод? GTA 4 определенно нагибала все ПК на момент своего выхода. Даже самые мощные машины тех лет определенно испытывали трудности с данной игрой. И это я тестировал игру еще на хороших патчах, где уже были внесены существенные исправления, что уж говорить
говорить о самых первых версиях. Плюс ко всему, многие, кто тогда покупал игру, сидели на доисторических машинах, которые, возможно, еле как тянули GTA San Andreas. Поэтому абсолютно неудивительно, что многие игроки в то время испытывали большие проблемы с игрой, а у кого-то она и вовсе не запускалась. Но исходя из сегодняшних тестов, даже те счастливчики, у которых были подходящие ПК под системные требования игры, не могли в полной мере нормально играть в эту игру. Ведь рваный график дает о себе знать, и ни о какой плавности в данном случае речи не идет. Я на 100% уверен, что найдутся люди, которые скажут, что играли на лицензии и все было огонь, без лагов и прочего. Но я также могу сказать, что это полный bullshit, shit. И вероятно они просто либо конкретно забыли, как на самом деле игралось тогда, либо просто занимаются самовнушением, что все хорошо, как в том меме. Но все же, GTA 4 клевая игра, и несмотря на все эти проблемы, как же приятно сейчас с модами зайти в эту игру и покататься по родному Liberty City. Вот такой вот эксперимент получился, надеюсь, вам понравилось. Напишите в комментарии, что думаете о GTA 4 и какие у вас самые ранние воспоминания о данной игре. Также надеюсь, вы поставите мне лайк, ведь мне пришлось раскошелиться на монитор и не только. Также спасибо спонсорам на Boosty за их вклад в данный монитор. У микрофона был Макс Спот, увидимся с вами в новых видео, всем пока.